Она о тебе, да под шофе. Что же она говорит о тебе в такие минуты? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика. И настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, конечно же, узнают много полезной для вас информации. Итак, смотрим. Кто хочет на личный расклад, ребят, или на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, что я скажу, мои хорошие, как же вам хочется покоя, тишины и покоя. Вот подустали. Многим из вас хочется семейного тепла и уюта. Именно покоя, но вот как будто, знаете, в кругу семьи. Вот не хватает той атмосферы, когда тебе хорошо. Дома пахнет вкусными пирогами, борщом, да, какими-то вкусняшками. Рядом суетятся, может быть, там маленькие дети. Да, вот не хватает. Напишите, ребят. Вот есть у вас такое ощущение? Пишите все, а то буду буду ставить в угол и наказывать, да? Пошутили и погнали дальше. Смотрите, напишите, ребят, обязательно. Вот не хватает вам этого или же вам все равно? Вот семейное тепло, да не хочу, да зачем, я уже там был. Поделитесь своими мыслями. Знаете, я вам скажу, что многие из вас вот живут прошлым. Причем вы сами понимаете, что нельзя жить прошлым, нужно надеяться на будущее, да? Но все равно нет, а память возвращает в какие-то хорошие, приятные моменты каким-то людям, которых либо уже нет, либо же даже вот если вы, допустим, вспоминаете свою прежнюю семью, да, вот если вы разошлись, вы вспоминаете, как было хорошо в начале, как была когда-то любовь, да, ну то есть у каждого это свои воспоминания, но с одной стороны это теплые воспоминания, как когда-то было, да, а с другой стороны больно, потому что сейчас этого нет. Может быть, людей уже этих нет в живых, да, может быть, вы уже разошлись, и потому между вами уже черная кошка пробежала. Ну, то есть у всех по-разному это проиграется. Но то, что вы человек семейный, это даже не обсуждается. Причем вот вы такой, знаете, ну вы реально человечек-добытчик. На вас всегда можно положиться. Вы не боитесь ни домашней работы, ничего. Вам даже в кайф, вот особенно если женщине помогать, да еще и любимой женщине, да, что-то там либо приготовить, либо поубирать, да, там в саду, в огороде, если есть, что-то вместе поделать, но это кайф, правда? Напишите, ребят, кому это нравится, либо нравилось. Вы человек довольно упорный. Вот если ставите цель, вы от нее не свернете. Это касается абсолютно всего. Либо же по работе вы ставите цель, либо же вот вам понравилась женщина, вы не успокоитесь, пока ее не добьетесь. Да? Было такое, ребят? Вы человек, который... Кстати, многие из вас может проиграться, что ну такие, вы довольно, ну такие упитанные, да, ребят? Может быть, крупного телосложения, ну, либо же такой средний, но упитанный, да, ну, то есть, ну, вряд ли худощавых. Вот как-то мне почему-то идет информация, что в основном вы такие среднего, либо упитанного телосложения, да. Напишите, ребят, какого вы телосложения, да, а то еще это я у вас, кстати, не спрашивала. Можете даже в килограммах писать, хотя мне это особо ничего не даст, потому что рост, вес, оно все взаимосвязано, да, а просто вот телосложение можете написать. Очень интересно. Хочется семьи, патологически хочется семьи, а ее нет. Давайте смотреть дальше, что еще мне о вас поведают. Да, семьи, гармонии. Вот не хватает именно такой вот вселенской гармонии. Но вы, ребят, все равно, я вам скажу, хоть вы прошлым многие и живете, но где-то там, в глубине души, есть лучик надежды, что я еще буду счастливой, правда? Вот есть такой маленький-маленький лучик надежды.
Вы человек, который терпеть не может лицемерных, двуличных людей. Вы с такими, как правило, прощаетесь. Вы можете быть как ужасно добрым, так и ужасно сердитым, да? Вот лучше вас не бесить, да? Ну, правда? Потому что вы терпите, а потом как взорветесь, и мало не покажется. Вы довольно умудренный человек. Кто-то может быть начитанный, да, может быть, кто-то книжки любит читать, там, либо же что-то смотреть, может быть, даже электронные книжки кто-то читает, сейчас это очень модно. Можете даже быть такие полуночники, сова, да, как называют, кто-то жаворонок, кто-то сова. То есть у вас может второе дыхание открываться ночью, вы можете поздно ложиться спать. Вот как-то ночь – это ваша такая большая-большая стихия. Вот подружка Луна – это ваша реально такая подружка. Вы можете даже любить просто гулять, да, вот по лунной дорожке. Вы можете даже что-то делать, творить, вытворять ночью, да, потому что, ну, реально как будто открывается второе дыхание. Ну и, конечно же, несмотря на то, что вы вроде бы такие, да, серьезные мужчины, умудренные опытом, но все равно порой летаете в облаках и очень часто по жизни обманываетесь, как будто живете в иллюзиях. У каждого это своя иллюзия. Кто-то надеется с бывшей еще помириться, да. У кого-то еще какая-то иллюзия там, да, что вот я и то сделаю, и это сделаю, да. Ну, то есть вы понимаете, что да нет, я вряд ли это буду делать, но где-то там все равно лучик надежды еще есть. У каждого свои желания, у каждого свои хотелки, да. Ну и давайте-ка будем теперь разбираться. Ух ты, и снова у нас вот выпадает карта, да, уже выпадала в раскладе, из колоды, вернее, выпадала. Ну, о чем это говорит? О том, что вам не хватает любви, нежности, ласки. Вот, не хватает вам пары, ребят. Даже у тех, у кого вроде бы есть какие-то отношения, у кого-то они могут проигрываться токсичными, да? То есть вы не чувствуете себя в паре, вы не чувствуете себя женщиной гармонично. Да, вы можете жить как соседи, вы можете притворяться на людях. Это иллюзия семьи, это иллюзия отношений. Про холостяков я молчу. Вообще вам, тем более вам хочется. У вас хронический недостаток любви, нежности и ласки, правда? Кто, допустим, только познакомился, ну, я бы сказала, что сердечко пока особо не трепещет. Особо, я бы сказала, вы не погружаетесь в любовь, вы присматриваетесь, да? Опять-таки, боясь обжечься. Ну, давайте смотреть, какая же женщина пришла к нам на расклад, которая под шафетом что-то о вас рассказывает, да? Ох, какая, знаете, ой, ужас. Эмоционально, ну, смотрите, у многих из вас проиграется, что дом с ней был. Неважно, гражданский брак, официальный брак, да, но это вряд ли отношения были. У нас дом. Либо, смотрите еще как. Могут быть даже отношения, смотрите, то есть, ну, я думаю, однозначно, это с кем у вас была любовь. И неважно, вы жили вместе, либо же вы планировали жить, да, но разошлись. Но эта женщина, я сейчас пытаюсь подобрать слово, дабы никого не обидеть. Ну, жесткая такая. Ох, то ли характер у нее жесткий, то ли у нее внешность такая, знаете, когда взглядом она тебя уничтожает. Она может быть эмоционально холодная. Она может быть, ну, такая диктаторша. Она может быть скупая и на деньги, и на эмоции. Вообще она скупая по жизни, на все, на чувства, на проявления какие-то. Это женщина, которая очень любит, чтобы все было, как она хочет. И не дай бог, что-то пойдет не так, либо кто-то сделал что-то не так. Ну, реально, она одним взглядом посмотрит на человека, и становится страшно. Напишите, у кого это проигрывается, ребят.
От нее как будто вот веет холодом. Энергетически очень такой, знаете, ну не теплый человек. Я не говорю про тех, которые в морге лежат, да, а вот именно холод. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Есть люди теплые, да, вот теплая энергетика, с которым тебе хочется общаться. И неважно, даже если вы 5 минут знакомы, настолько кайфово, настолько приятно. С ней же наоборот, хочется отстраниться, держаться подальше. Я не беру во внимание, какая она была при первой вашей встрече. Я беру, вот, ну, скорее, это последние, может быть, дни. Ну да, это дом был. Дом, либо планировался дом с этой женщиной. Могла заниматься магией, либо ходить куда-то, кто занимался ею, какое-то зелье, ну, скорее, это либо приворотное зелье, да, но там точно что-то, какие-то нечистые дела творились, где-то она в этом участвовала. Поэтому будьте осторожны, ребят. Я думаю, здесь и эта участь и вас не миновала. Итак, что же она говорит о вас? Знаете, вот она под шофе как бы изливает душу. Она рассказывает, ну, можно сказать, даже учит, наверное, своих подружек, приятельниц, чтобы они учились на ее опыте, да, вот на ее ошибках даже. Она их как бы предостерегает от своих ошибок с мужчинами. Она им рассказывает, что, в общем-то, вот как это не парадоксально звучит сейчас, может быть, кто-то очень сильно удивится. Но когда-то она была очень сильно в вас влюблена. Когда-то. Мы не будем сейчас анализировать, почему она испортилась, да. Я думаю, вы сами понимаете, да, вы видели, что она была вначале очень, очень другой, очень такой, на 180 градусов она отличалась, чем той, кем она стала. Она предостерегает от того, чтобы они не предавали своих мужчин, чтобы они поступали по-мудрому. Потому что она только сейчас поняла, сколько ошибок с вами она наделала, что... Ну, кого она потеряла, если по-простому? И я вам скажу, ребят, вот хотите верьте, хотите нет. Но порой она очень часто вас вспоминает. Она это своим подружкам говорит, но именно вот когда под шофе, когда у нее язык развязывается, когда она более раскованная, она жалеет, что вы расстались. И она понимает, даже вне зависимости от того, есть у нее мужчина, нет, она очень часто вас вспоминает, потому что она видит, что так, как относились вы, к ней никто не относится. Да, ее могут пользовать, да, ей могут обещать золотые горы, но тех поступков, которые совершали вы, больше никто не совершает ради нее. Никто на пьедестал ее так не ставит, как вы. Она рассказывает, как ей одиноко. Даже у тех, у кого проиграется, что вот она, допустим, живет вроде бы с другим мужчиной, либо же какие-то отношения есть, вот она чувствует себя одиноко. Здесь может быть чисто меркантильная такая история. Она даже злится порой сама на себя и говорит, ну, типа, девчонки, учитесь на моих ошибках, берегите то, что есть, да. Когда видите классного мужика, который вас любит, который вас кружит, который в вас вкладывается, да, вот берегите его. Вот в таком ключе она им это преподносит. Кто-то из вас, конечно же, сейчас будет в шоке по колено, но, знаете, вот она плачется, что теперь, неважно, есть у нее мужчина, нету, вот как-то все трудности, все проблемы ей приходится решать самой. А раньше-то это делали вы, правда? Она плачется, она изливает душу и рассказывает, какой она глупой была, что она вас потеряла. Кто-то, конечно, может сказать сейчас, да нет, да такого быть не может, да скептиков полно и так далее. Но это исключительно мнение будет каждого. Я не могу влиять ни на чье мнение. Но, тем не менее, я вам скажу, что вот как раз под шофе она бывает настоящей. То, что, я думаю, вы раньше видели, когда она была в таком состоянии, где-то на праздниках, может быть, да, какие-то были такие торжества.
Она становилась самой собой. Она рассказывала даже вам, да, то, что, может быть, не сказала бы, ну, скажем так, на трезвую голову, да. Поэтому вот она как бы учит своих подружек, она учит, она изливает душу, и она жалеет, что так вот в ее жизни все получилось. Кстати, у кого-то из вас, даже вот бывшая, ну, интересуется до сих пор вашей жизнью. Это могут быть слежки в интернете, это могут быть расспросы у ваших общих, может быть, там знакомых, друзей, приятелей. Это уже такая, знаете, ностальгия, что ли, да, вот ностальгический интерес. Здесь 100% подойдет фраза, что имеем, не храним, потерявши плачем. Очень ей, кстати, вас не хватает. Есть такие моменты, когда ей очень сильно вас не хватает. Вот как мощной такой мужской поддержки, мужского тыла такого, да, плеча мужского. Еще раз повторюсь, это касается даже тех, у кого, может быть, вот вы скажете, да она уже живет с кем-то, да, либо встречается. Так вот, я еще раз повторюсь, чтобы было понятней. Даже у таких, у кого есть у бывшей отношения, она чувствует себя одиноко, она чувствует некомфортно. И она скучает по тому состоянию, которое у нее было рядом с вами, то, что вы ей давали. Да, она понимает, что все ушло безвозвратно. Да, под шофе она, конечно, признает, что она прыгала и направо, и налево, где только она не была. Но она, опять-таки повторюсь, она предостерегает своих подружек: не делайте моих ошибок, да, вот, не теряйте достойных мужчин. Это как-то даже странно выглядит, да? Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда это понять. Жаль, что поздно это она поняла, правда? Сколько семей могли бы сохраниться. Поэтому я вам скажу, здесь еще, ну как сказать, может быть, не все потеряно, там какие-то остатки совести, может быть, и есть, хоть они вылезают, эти остатки, и под шофе только. А так в жизни она будет, конечно же, хорохориться, рассказывать, как она счастлива, и море по колено, а ночами она будет просто плакать в подушку, даже находясь в одной постели с другим мужчиной, да, пока он спит, она может развернуться и просто плакать от одиночества. Ну, потому что, наверное, деньги вкуснее пахнут, чем любовь, да. Очень много, к сожалению, живут по выгоде, либо же находятся в отношениях по выгоде. Вот такой грустный сегодня у нас был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!